Сразу два ЧП с самолетами, еще одна утечка из окружения Трампа. И Кадыров поссорился с Кремлем. Всем привет, это новости воздух на Ходорковский лайв. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы начинаем. Сразу два ЧП с самолетами произошли в России за сутки. В аэропорту Минвод у транспортного борта Ан-124-100 «Руслан» загорелось во время посадки шасси. По данным телеграм-канала «База», судно совершало рейс из одной из стран Африки. На нем было 24 человека. Никто не пострадал. А в Иркутске совершил экстренную посадку пассажирский самолет, летевший из Красноярска в Маньчжурию. Это произошло накануне вечером. Причиной стала неисправность. На борту было 34 пассажира и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Следователи начали проверку. Судя по табло аэропорта, ЧП могло случиться с самолетом компании «Ир Аэро». Число пострадавших при чрезвычайных ситуациях в России рекордное за 15 лет. Об этом сообщает издание «Верстка». Журналисты подсчитали, что за прошлый год пострадавшими при ЧС признали почти 695,5 тысяч человек. Это в 9,5 раз больше среднегодового значения за последние 12 лет и самое большое значение с 2010 года. Информацию нашли в докладе МЧС, который чиновники удалили с сайта после того, как СМИ написали, что в нем содержится число погибших при наводнении в Оренбургской области. Почти половина пострадавших за прошлый год как раз жители этого региона. Еще 22% жители Курской области, в которую полгода назад вторглись ВСУ. Погибли при ЧС за прошлый год 494 человека, 145 из них под Курском. Россия могла потерять 96 крылатых ракет из-за удара ВСУ по аэродрому в Энгельсе. Об этом заявил Генштаб ВСУ. Атака произошла 20 марта. СМИ сообщали, что пострадал склад авиационных боеприпасов на аэродроме. Они сдетонировали. Случилось несколько взрывов. Власти эвакуировали 120 жителей. Известно о 3 пострадавших военнослужащих. 180 частных домов получили повреждения. Вводился режим ЧС муниципального уровня. Рамзан Кадыров поссорился с Кремлем. Это утверждают журналисты важных историй. Их источники из ФСБ и правозащитники сообщили, что причиной стали переговоры главы Чечни с политиками ближневосточных стран. По их данным, на этих встречах он тайно обсуждает безопасность своей семьи и активов. Эти переговоры он пытался скрыть от Кремля, о чем узнала ФСБ. В последнее время снова ходят слухи о вероятной тяжелой болезни Кадырова. Одновременно с поста вице-премьера Чечни ушла его дочь Айшат, а имущество нескольких его детей скрыли из реестров. Важная история отмечает, что у Кадырова разладились отношения именно с Путиным. Это отразилось и на его ближайших соратниках. Так депутат Госдумы Адам Делимханов получил указание, цитата, «поменьше светиться» с самого верха. Что касается болезни Кадырова, она, по мнению источников издания, прогрессирует. Ему все труднее говорить, а он все чаще пропадает из медийного поля. Что может произойти в Чечне с его семьей и активами в случае его ухода, все примерно могут себе представить. Журналистке Марии Пономаренко добавили еще 1 год 10 месяцев колонии. Суд подсчитал ее виновной в нанесении неопасного вреда здоровью сотруднику колонии. При этом Мария уже осуждена на 6 лет за так называемые фейки об армии, за пост в Телеграме об обстреле драмтеатра в Мариуполе. Теперь в совокупности по 2 уголовным делам и с учетом отбытого срока Марии Пономаренко осталось сидеть еще 3 года. Помимо нового срока журналистке также назначили принудительное амбулаторное лечение. Ранее в последнем слове Мария пожаловалась на насилие в колонии со стороны сотрудников психиатрической больницы, куда ее отправляли в связи с ментальными проблемами. Вот только один эпизод. Самый пик издевательств – зима-весна. Я из-за беспредела вскрыла вены. Перед ШИЗО меня заводят в душ, воды горячей нет, она ледяная. Сотрудник сказал, пусть ждет, пока она нагреется. Ждать 4 часа, окон в душевой нет. У меня началась паника, я начинаю задыхаться, я расстилаю пакет на пол и начинаю стирать, потом теряю сознание и слышу, входит толпа людей и начинает орать на меня, чтобы я одевалась. Конец цитаты. В середине марта стало известно, что Мария вскрыла себе вены и находится на сухой голодовке. Ребята, спасибо. Машечка, до свидания. Я вас люблю. И мы тебя очень сильно любим.
Wildberries через суд потребовала у компании Владислава Бакальчука VB Development 42 миллиарда рублей, это около 500 миллионов долларов. Вот что заявили в пресс-службе компании агентства Интерфакс. VB Development получила финансирование на строительство логистических объектов Wildberries, но отчитаться за него не смогло. Есть основания полагать, что деньги были выведены по указанию Бакальчука. Конец цитаты. Конфликты между сооснователями Wildberries и бывшими супругами Бакальчуками тянутся с прошлого года. Бакальчук жаловался Кадырову на рейдерский захват компании и на то, что его жену якобы оградили от него. В сентябре он пришел в офис маркетплейса вместе с группой мужчин. Началась стрельба. 2 человека погибли, 7 получили ранения. Самого Бакальчука сначала задержали, однако следователи не нашли состава преступления в его действиях. А Татьяна Бакальчук все-таки провела слияние Wildberries с компанией «Русаутдор», развелась и вернула себе девичью фамилию – Ким. Итальянская компания Ariston объявила о возобновлении деятельности в России. Это первый случай возвращения в страну ушедшей компании. Это произошло после того, как накануне Владимир Путин отменил указ о передаче активов Ariston «Газпрому». Bloomberg пишет, что Путин пошел на этот шаг после лоббирования со стороны итальянских властей. Как пишет агентство, МИД страны провел, цитата, «обширную работу с итальянскими и европейскими бизнес-кругами, чтобы убедиться в урегулировании спора вокруг компании». 6 туристов из России погибли в батискафе «Синдбад», затонувшем у берегов Хургады в Египте. Он вез туристов на экскурсию по коралловым рифам. Всего на борту находились 45 туристов из России, в том числе дети. Большинство из них удалось спасти. 18 получили ранения, сейчас они в больнице, 4 в критическом состоянии. Есть и пропавшие без вести, их количество пока не называется. В Боливии объявлено чрезвычайное положение из-за наводнений, вызванных сильнейшими дождями. Жертвами стихии стали более 50 человек. Президент страны Луис Арсе сообщил, что пострадали 209 муниципалитетов. Цитата: «Были уничтожены 818 домов, которые мы восстановим. У нас есть данные о 51 погибшем. 8 человек числятся пропавшими без вести». Конец цитаты. Сезон дождей продолжается в Боливии с ноября прошлого года, однако в последнюю неделю ситуация резко ухудшилась. По данным властей, на страну обрушились самые сильные дожди за последние 40 лет. В команде Трампа очередная утечка. Журналисты издания «Шпигель» обнаружили в открытом доступе личные данные, номера телефонов, адреса электронных почт и даже пароли высокопоставленных американских чиновников. В том числе речь идет о советнике по нацбезопасности Уолтсе, главе разведки Габбард, а также главе Пентагона Хексете. «Шпигель» пишет, что, судя по всему, большинство номеров и адресов до сих пор используются. Ранее все 3 чиновников уже стали фигурантами скандала с секретным чатом в мессенджере «Сигнал». Туда по ошибке был добавлен главред издания «Атлантик» Джефф Голдберг. Накануне он опубликовал полную версию переписки, из которой видно, что в чате обсуждалось точное время ударов по йеменским хуситам. «Атлантик» пишет, что если бы эта информация попала в руки лиц враждебных США, у хуситов появилось бы время подготовиться к атаке, а она должна была быть внезапной. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на нашем канале, смотрите другие видео, подписывайтесь, ставьте лайки, так вы поможете нам шире распространять информацию. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал, мы дублируем там весь контент, в том числе в аудиоформате. И главное, берегите себя.